Книга 14. Тао. Путь вознесения. Одинарные тоны языка света. Уроки овладения структурой. Вторая октава любви. Структура, или истина в действии, тоны языка света, от лавандового до серебристо-лавандового цвета. Природа, пассивный. Истина в действии окутывает все присутствующие вибрациями истины. Эти частоты приводят в действие души, готовые получить подобное благословение, чтобы вспомнить о своей уникальной истине на Земле. Такие частоты также используются, чтобы не физически заякорить воспоминания о Боге, Богине, всем, что есть, в поле тех душ, которые согласны с этим даром. Через воспоминания о Боге, Богине, всем, что есть, душа может начать вспоминать, что настало время вознесения, или время возвращения домой. Часто тоска по дому является для посвящаемого катализатором пробуждения. Для бодхисаттвы удержание вибрации истины в действии реализует пробуждение тех, кто созрел для вознесения. Этот посев является формой генетической перестройки, реорганизации, трансформации, предназначенной для того, чтобы запустить механизм пробуждения и вознесения человечества. Структура – тон, необходимый для структурирования, реструктурирования, организации и реорганизации жизни заново. От сепаратизма к единству и отношениям на его основе. Обладатели главным или вспомогательным тоном структуры одарены способностью перестраивать свою жизнь и жизнь других людей. Такая истина выявит, что человек оказывает влияние на основы мировоззрения тех, с кем соприкасается. Подобные люди будут орудием крушения старых основ человечества и возникновения нового базиса, всеобщего единства и необусловленной любви. Структура является формирующей вибрацией, действие которой удерживает пространство для наложения других вибраций с целью формирования или творения мысли, независимо от уровня творящего. Подобно тому, как в третьем измерении чаша вмещает или удерживает пространство для возможного смешивания и слияния, структура осуществляет схожую функцию в царствах энергии. Структуру можно осознать и как основание, или энергетическую решетку, через которую могут вплетаться другие вибрации. Еще одной функцией структуры является подготовка пути для творения, развития или сообщения, коммуникации. Воплощая лавандовый тон структуры, восходящий охватывает новый поток энергии, который является вращательным по характеру. И вместо того, чтобы пронзать другого человека зубцами прямолинейной электрической энергии, посвященный учится вращать свое поле вокруг других, вместо прокалываний, охватывая окружающих. Восходящий человек учится овладению этим, в связи с движением своей сексуальной энергии, когда тон структуры воплощен в ходе восхождения. Вмешательство отвечает за посев и изменение гуманоидной генетики таким образом, чтобы человеческая форма не исчезла в процессе вознесения Матери Земли. Понимая, что некоторым предназначено вознестись, посвященный также осознает, что есть люди, служащие другой цели, например, освобождению кармы и отработке тех кармических уроков, которые души накопили на плане Земли. Посвященный также осознает, что коснуться и помочь надо только тем душам, которые готовы открыть свою истину и пробудиться. Человек не навязывает и не заставляет пробудиться того, кто не принял такого решения, иначе это могло бы рассматриваться как акт причинения вреда. Бодхисаттва дает возможность всем сделать в жизни свой выбор. Совершающие вознесение могут призывать вторую октаву, чтобы вспомнить истину своей души. Такие вибрации устранят искажения, долгое время преобладавшие вокруг поля души, что позволит четко распознать свою истину.
Признак недостатка овладения структурой выражается в том, что продолжает проявляться желание обладать другими, или давать непрошенные советы, указания кому-либо другому, или детям, и говорить им, какими быть, что делать, и какова их истинная правда жизни. Собственность и формы привязанности начинают трансмутироваться новым вращательным потоком энергии, после того, как данным тоном овладели при восхождении. Другим признаком может быть неспособность заканчивать отношения, после того, как карма высвобождена и закрыта. Если вы не можете избавиться от отношений, работы или собственности, когда карма уже закрыта, тогда будете создавать карму по другую сторону реалий, которую должны будут очищать уже ваши будущие предки. Можно воспринимать овладение тональностью структуры как основу, в которой начинает высвобождаться привязанность ко всему остальному. Если человек полностью отклонит символ структуры, то окажется не в состоянии овладевать вращательным потоком энергии, связанным с магнитным стереотипом тройного лотоса, и будет терпеть неудачу в вознесении к 3000 единиц или выше. Если внутренний мужчина склонен держаться за прошлое и не любит перемен, то имеет место отклонение диапазона темных оттенков лавандового тона структуры. Если женские энергии склонны вызывать изменения прежде, чем настанет для этого время, то идет отклонение спектра светлых оттенков лавандового тона структуры.